Добрый день, подписчики наши. Показываем для вас новый образец нанесения. Новый, не новый, старый, не старый, просто образец. Декоративная штукатурка Loft, торговая марка Effectum. На предварительно подготовленную поверхность, то есть это должна быть оштукатурена и загрунтованная стена, мы наносим колерованный кварцгрунт. Кварцгрунт – это грунтовка с кварцевым песком, то есть она придает стене однородный цвет и шероховатость, песочек в ней содержится. То есть сцепление будет лучше, материал легче наносится, вот как. Наносим в один слой кварцгрунт. Валик не крупный ворс, но он не должен быть поролоновый, это должен быть такой валик примерно миллиметра 4 ворс. После нанесения кварцгрунт сохнет. Как любая лакокрасочная продукция, по заявленным характеристикам это в среднем 24 часа, по факту надо смотреть, быстрее сохнет бывает. Штукатурка декоративная Loft – это такой материал, он очень эластичный, прочный, больше похож на пастообразный, то есть без зерна. Как вот вам объяснить? Бывают материалы зернистые, наносишь и прямо зерно скрипит под кельмой, а тут нет, он такой тоненьким слоем можно его положить. И вот мы просто накладываем первый слой по высохшему кварцгрунту Loft. Без особо всякого рисунка, но движения все равно должны быть хаотичными, то есть разносторонними, вправо-влево, вверх-вниз. Кельмой наносим. Если кому удобно шпателем, то можно шпателем, пожалуйста. Но движения должны быть разносторонними. Мы, грубо говоря, шпаклюем сейчас. Первый слой в круговую мы покрыли кварцгрунтом, он высох. Второй слой мы покрываем колерованный Loft тонким слоем по кварцгрунту. И тоже также дадим ему просохнуть. Для того, чтобы не было всяких шероховатостей и переходов от кельмы, вот наплывов штукатурки между слоями, ну, между вот одно движение руки, другое, вот эти вот наплывы, можно его будет поджать, то есть немножко приполировать. Когда он чуть-чуть схватился, кельмой его приполируем. Что касается, можно ли его нанести своими руками, да, его можно нанести своими руками. Единственное, когда вы готовитесь без опыта наносить штукатурку декоративную, рассчитывайте на то, что вы потратите много времени и терпения. То есть даже когда человек обои клеит, тоже ведь определенная сноровка нужна. И углы обрезать надо, и стыки свести, чтобы не внахлёст и не разошелся, чтобы шов. Здесь тоже также определенная нужна сноровка. То есть вы должны понимать, что первый день вы кварцом покроете, там, второй день вы первый слой нанесете. Третий день вы будете делать эти вот ляпы, которые вот у нас сейчас типа марокканского стиля нанесения. То есть не рассчитывайте на быструю работу, обязательно будут трудности, без этого никак. Сейчас мы его приглаживаем. Если вам непонятно, что мы делаем, мы его пригладили. Вот так вот он подсох, уплотнился материал. Теперь мы наносим ляпочки. То есть шпателем на кельму берем материал, и вот таким образом вот эти ляпушки переносим на стену с кельмы. Шпателем на кельму. И вот так раз, раз, раз. Вы штукатурку кладете на плоскость кельмы и вот так вот шпателем, видите, вот видно плохо, но вот так раз, раз, раз его шпателем пришлепали и на стену. А эти ляпы, островочки вот эти, они могут быть крупными, могут быть мелкими. Расстояние между ними может быть разное. Это у каждого разная рука и у каждого разные вкусы. Кому-то надо, чтобы было больше островов, кому-то надо, чтобы вот этих кратеров было больше. Вот как вам нравится, так и делайте. И пробуйте сначала, если вы делаете самостоятельно и у вас нет опыта, пробуйте на куске гипсокартона. На любой другой поверхности, которая не соприкасается, ну, со стеной, то есть не на стене. Пробуйте вот на таком же образце. Раз, раз, раз. Попробовали, вы начнете чувствовать, как сохнет штукатурка, как она ложится, как она приглаживается, какие вам нужны вот эти вот островочки. Вы поймете на небольшом куске, а дальше уже выходите на самую короткую стену. Немножко, когда подсохли, приглаживаем, то есть чистой кельмой просто приглаживаем их. Сколько нужно времени до того момента, когда вот вы ляпы наносите, но обычно минут 20-30 проходит, уже можно приглаживать. Вот таким образом. Не надо торопиться, то есть когда будут, если они сырые, это будет не очень хорошо. Надо подождать, когда немножко подсохло. Вот таким образом приглаживается штукатурка. И такой получается гротто, что ли. Чем больше вы кельмой трете, тем больше будет Loft блестеть. То есть материал такой, он при прикосновении, то есть кельма, когда возишься кельмой по материалу, по верхушкам, он начинает блестеть. Чем больше вы шлифуете, тем больше он блестит. Далее вот этот образец можно покрыть лаком, допустим, акриловым. Или можно покрыть
воском, да, восковой эмульсией. Кому чем привычнее, это просто для дополнительной защиты. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментарии свои, может быть, какие-то идеи, свои пожелания. Мы всегда рады читать ваши комментарии и видеть вас в числе наших подписчиков.